Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, как бороться с зубным камнем у собак и кошек. Зубные камни – явление достаточно распространенное и у собак, и у кошек. И надо сразу сказать, что зубной камень – это не только плохой запах изо рта животного и неэстетичный вид. Это тоже имеет место быть. Но зубной камень – это одна из самых главных причин порчи зубов и преждевременного их удаления. Зубной камень – это своего рода петля на шее зуба. Поэтому я надеюсь, что ни у кого нет ни малейшего сомнения, что камней на зубах не должно быть. А если камни уже есть, то их обязательно надо удалять. Как образуются зубные камни? Сначала на зубе образуется зубной налет. Зубной налет состоит из остатков пищи, бактерий и слизи, которые склеивают все это в сплошную массу. Постепенно эта субстанция минерализуется и появляется твердый зубной камень. Как правило, зубной камень у собак образуется в течение 4-6 месяцев. Зубной камень образуется у всех видов животных. Но существует еще и породная предрасположенность животных к возникновению зубного камня. Например, у таких пород собак, как йоркширский терьер, кокер-спаниель, пудель, той-терьер, болонки. У кошек это британская порода, персы, скоттиш-фолды. Сразу возникает вопрос, а какие причины возникновения зубного камня и как можно избежать его образования? Этому способствует неправильное питание, а также кормление мягкой пищей, консервами, кашами. Также считается, что животному нужен твердый корм, чтобы стачивать и очищать зубы естественным путем. И если этого происходить не будет, то бактерии будут размножаться. Благо мягкой пищи при корневой зоне зуба скапливается предостаточно. Есть еще одна причина образования камней. Это нарушение водно-солевого обмена. Если кислотность слюны повышается, то это также может спровоцировать появление камня. По этому поводу я вам скажу так, что все это правильно. Но не забывайте, что каждая медаль всегда имеет две стороны. Будете кормить твердой пищей, то несколько уменьшите скорость образования зубного камня. Но зато значительно ускорите стирание зубов. И если с зубными камнями можно хоть как-то успешно бороться, то со стертыми зубами дела обстоят хуже. Это первое. А второе, это то, что я считаю, что все-таки главную роль в образовании камней играет водно-солевой обмен. То есть скорость образования зубного камня зависит и от обменных процессов, которые происходят в организме, и от качества воды, которую пьет ваше животное. Поэтому мой первый вам совет – кормите свое животное правильно. Наряду с мягкой пищей должна быть и грубая пища, которая бы способствовала механическому очищению зубов от налета. Питание должно быть сбалансированным. Это тоже понятно. Тогда будет и обмен веществ в порядке. Воду для ежедневного использования подбирайте как можно более нейтральную, чтобы в ней было поменьше минеральных веществ. Так как все эти соли в виде камней различного происхождения будут потом или на зубах, или в почках, или где-то еще. Еще раз напомню, что не удалять зубные камни нельзя. Как я уже сказал, что плохой запах из пасти – это не самое неприятное, что может быть с питомцем при наличии зубных камней. Если не избавить собаку от камня, то может развиться ряд осложнений. Бактерии, которые живут в камне, выделяют токсины, которые со слюной попадают в желудок и могут спровоцировать гастрит. Пища хуже начинает перевариваться, что усугубляет проблемы с органами пищеварения. Также бактерии могут привести к появлению кариеса, особенно под самим камнем. Если камень образовался у самого корня зуба, то у собаки развивается воспаление десны, а это в свою очередь может привести к кровоточивости десен, расшатыванию зубов и даже к их потере. Хроническое воспаление десен приводит к тому, что измученное животное отказывается от еды, появляются проблемы с желудочно-кишечным трактом, с почками. Одним словом, проблем может быть много. И все это проявляется не сразу, а медленно, постепенно, со временем. Сразу же возникает вопрос, так а что, препятствовать образованию зубных камней никак нельзя? Почему же нельзя? Можно. Можно как раз препятствовать образованию камней. То есть можно сделать так, что они будут образовываться, но значительно медленнее. И выход здесь только один. Это проведение гигиены полости рта своему питомцу.
питомцу. Другими словами, животному надо регулярно чистить зубы и снимать налет. А если камни все-таки образовались, то надо их потом снимать. Чистить зубы животному надо 2-3 раза в неделю. Оптимальным считается тщательная чистка 2 раза в неделю. Это второй мой совет по уходу за ротовой полостью и зубами у животных. Причем делать это может только хозяин, который приучил свое животное к тому, что у животного во рту что-то будут делать. Приучайте вашего питомца к чистке постепенно, чтобы он не боялся этой процедуры и не травмировал ни себя, ни вас. Некоторые животные так потом привыкают к этой процедуре, что она им начинает не нравиться. Такой своего рода массаж получается. Нанесите сначала небольшое количество пасты на палец и позвольте собаке обнюхать ее и попробовать. Затем нанесите небольшое количество и на щетку. Проделайте то же самое. Не стоит сразу пытаться чистить все зубы. Приучайте постепенно, с каждым разом увеличивая объем действий. Успокаивайте их, хвалите животное во время чистки зубов. Для труднодоступных участков нанесите небольшое количество пасты на щетку-напальник и осторожно выполняйте процедуру. Дело это, конечно, морочливое, но делать эту процедуру обязательно надо. Особенно собакам, у которых есть породная предрасположенность к образованию зубного камня. Чем ухаживать за ротовой полостью, вам подскажут в любом зоомагазине. Специальных средств для гигиены полости рта собак или кошек сейчас очень много. Что касается паст, то лучше использовать специализированные пасты, которые предназначены именно для животных. Их состав подобран таким образом, что их запах нравится животным. И не страшно, если животное ее проглотит. В состав такой зубной пасты для собак или кошек входит и какой-то антисептик для полости рта. Зубные пасты для людей использовать для животных не рекомендуется, так как у них содержится много веществ и ароматизаторов, которые с одной стороны не нравятся животным, а с другой стороны при проглатывании такой пасты у животных могут быть самые непредсказуемые реакции в виде аллергии и даже в виде рвоты. Я не скажу, что если вы почистите животному пару раз зубы своей пастой, то оно отравится. Но частое попадание такой пасты в организм животного нежелательно. Для чистки зубов собакам можно с успехом использовать детские пасты. Они практически по всем параметрам подходят для собак. И их проглатывание не ведет к каким-либо отрицательным последствиям. Но у них тоже есть недостатки. Они пенятся, и у них тоже может быть отдушка, которая может не понравиться вашему питомцу. При желании можно найти и среди детских паст такую, которая будет по всем параметрам подходить и вашему животному. Хотя особой надобности в этом нет. Зубных паст для животных сейчас море. Полки зоомагазинов буквально ломятся от их разнообразия. И цены на них тоже очень самые разные. От дешевых до дорогих. Также зубную пасту для животных можно приготовить и самому. Я видел интересные рецепты, которые с успехом используются. В общем, зубные пасты сейчас это не проблема. А главное, владельцу животного привыкнуть к мысли, что чистить зубы собаки или кошки надо обязательно. И если зубы не чистить животному, то обязательно будут образовываться камни. В принципе, зубные камни будут образовываться по-любому, независимо от того, чистим ли мы собаке или кошке зубы или нет. Но если животному чистить зубы регулярно, то интенсивность образования зубного камня замедляется в разы. И если вы видите, что у вашей собаки все-таки есть зубной камень, то его надо удалять в ветклинике ультразвуковым скалером и при помощи других специальных стоматологических инструментов. И это третий мой совет владельцам животных. Я не буду сейчас останавливаться, как надо удалять зубной камень при помощи ультразвукового скалера. Это надо делать обязательно в ветклинике, и этим пусть занимаются ветеринарные врачи. Эту процедуру надо делать под общим наркозом. Сами понимаете, что частое применение наркоза очень нежелательно. Чтобы избежать быстрого образования зубного камня, то надо регулярно чистить животному зубы. И тогда чистка зубов скалером понадобится намного реже, чем без механической чистки зубов. Без наркоза эту процедуру я крайне не рекомендую делать. Многие люди боятся и не хотят применять наркоз собаки. В этом случае я хочу сказать вам следующее, что вред от зубных камней во много крат больше, чем от применения наркоза. Поэтому, если возникла необходимость в удалении камней, то думать здесь нечего. Надо удалять скалером и обязательно под наркозом. Ну и в этом случае есть определенное решение вопроса. Если вы приучили свою собаку к чистке зубов, регулярно это делаете, и собака привыкла к этому,
то небольшие камни вы можете попробовать удалить и в домашних условиях без привлечения специалистов. Но это возможно только в самом начале образования камней. Если же вы видите, что камни начинают разрастаться и никакие ваши действия не помогают, то тогда идите в ветеринарную клинику и пусть вашему питомцу все-таки почистят зубы ультразвуковым скалером. И еще помните, что камень, который вы видите, это только вершина айсберга. При заболевании околозубных тканей камень образуется под десной, между корнем зуба и стенкой альвеолы, что способствует более агрессивному развитию пародонта. И чтобы поставить точку в этом вопросе, в вопросе борьбы с образованием зубных камней у собак и кошек, четвертый мой совет, что обязательно минимум раз в полгода или хотя бы раз в год показывайтесь в ветклинику, чтобы там профессионально оценили состояние зубов вашего питомца и необходимость чистки ультразвуковым скалером. Соблюдение этих несложных 4 рекомендаций позволит успешно профилактировать образование зубного камня у ваших животных и максимально долго сохранять им здоровые зубы. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!